Привет, мои дорогие котики! Поздравляю вас с праздником, если кто-то сегодняшний день отмечает. Желаю вам всего хорошего, вне зависимости от того, отмечаете ли вы или нет что-то сегодня. И большой вам любви, большой и взаимной. А сейчас мы с вами погадаем на тему, что он думает о вас прямо сейчас. И это у нас будет такой быстрый расклад, мои дорогие. Мы с вами погадаем, что он думает о вас прямо сейчас. И гадать мы будем на самом эротическом Таро, Таро Мила Манара. Многие тарологи, я скажу вам, начали успешно применять это таро, да, им понравилось. Этому таро, которое вы видите у меня здесь, очень много лет. Как только выпустили, девочки, нигде еще никто не продавал, ни в России, вообще нигде. Его только выпустили, и вот эта вот первая партия перед вами, перед вашими глазами, мне ее прислали, помню, в Италию. С Италии в один город самолетом, потом просто почтой. В общем, шла она ко мне трудно. Ну что, давайте посмотрим, девочки, что он думает о вас прямо сейчас. У нас будет 4 варианта. Загадывайте. Девочки мои дорогие, ни одного мужчину. Мы с вами не просто так здесь раскладываем на 4 варианта. Дело в том, что это 4 короля, 4 стихии. И вы должны себе в своих красивеньких головочках всегда держать, да, что если у вас что-то с каким-то мужчиной непонятно, надо добивать до 4 королей вашей жизни. Флиртовать, чтобы вам делали подарки, чтобы за вами ухаживали, да, чтобы пытались с вами как-то быть. И когда вокруг вас создается вот этот вихрь из 4 мужчин, по перекрестку с 4 сторон они к вам идут, до вас доходит именно тот, который идет вам в пару по вашей масти, понимаете? Самый удачный, хороший брак, самые лучшие отношения будут тогда, когда из 4 выходит тот главный один, мои дорогие, да. А когда мы страдаем по одному мужчине, который, возможно, где-то на нас не обращает внимания, то я вам скажу так, да, мы иногда путаемся, мы слепо иногда хотим того, кто нам, в принципе, и не нужен, да. Но иногда вот пока дойдет, пока мы переварим эту информацию, проходит какое-то время. А мы с вами, девочки, выбираем лучших мужчин. И каждая из нас достойна быть с лучшим мужчиной. Будьте уверены в себе. Вы самые красивые. Нет некрасивых женщин. Нет плохих женщин. Мы лучшие девочки. Ну что, давайте посмотрим. 4 варианта. Загадывайте своего, которого вы хотите. И еще загадайте кого-нибудь на других. И существующих людей. А если вам некого загадать, назовите Иванка, Данилка, Дмитрия, там или еще кого-нибудь, да, Ахмеда, ну, кого-нибудь, девочки, да, чтобы у вас на рубашке загадывались мужчины, чтобы у вас рубашки не были пустыми. В рубашке должен быть мужчина. Ну что, поехали, мои дорогие. Будем с вами гадать. Итак, что он думает о вас прямо сейчас? И открываем первый вариант. Что он думает о вас прямо сейчас? Паш воды, девочки, он думает, скучает, вспоминает. Вы стоите у него перед глазами, либо у вас сегодня будет с ним встреча, либо он как-то хочет с вами связаться, он вам обязательно позвонит, напишет, свяжется с вами. Единственное, что это могут быть разные приверсии, да, то есть если мужчина слаб, девочки, да, вот смотрите, паш воды, если он сейчас будет слаб по отношению к вам, да, и воля его слаба, и проявление любви слабо по отношению именно к вам, да, то есть недостаточно мужчина может к вам проявлять эту любовь так, как бы вы хотели. Поэтому сейчас он может либо минимально проявляться как-то, какие-то слабенькие лайчочечки, там еще, ну что ты делаешь, или еще, ну, короче, ничего вам не предлагает, ничего не делает, но где-то маячит рядом с вами, взгляды томные кидает, то я вам скажу, что здесь будет слабое проявление именно любви по отношению к вам, а вам надо намного больше. Вам, как даме, он идет сейчас червовым пажом.
да, это прислуга ваша, тот, который ждет ваших указаний, где его половая и любовная и эротическая активность по отношению к вам зависит от того, как вы будете давать ему указания, как вы будете руководить этими отношениями, девочки, да. То есть он смотрит вам в рот и ждет команды, ну, грубо говоря. Из хорошего, мои дорогие, здесь по этой карте я вам скажу, что он мечтательный. Он мечтает о том, вот смотрите, да, это не огненная карта, но все-таки вот именно водная, которая его чувства показывает. Он не сколько хочет с вами именно секса, сколько он хочет, чтобы вы обращали на него внимание, чтобы вы говорили где-то ему комплименты, чтобы, возможно, он будет шалить, как мальчишка 5 лет, да, а вы будете любящим тоном говорить: ну, Зай, ну что ты делаешь? Ну, Котя, ну, пупсик. Так что здесь я вам предлагаю быть немного актрисой, девочки. Вот этот мужчина хочет, чтобы женщина была по отношению к нему актрисой и в то же время такой, знаете, любящей мамочкой, заботливой и с какими-то такими, ну, я не буду говорить, что это кривляние, девочки, да, но театральное тут от вас что-то надо. Чтобы вы, ну, например, да, взмах пушистыми ресницами и сказали: ой, я не могу там что-то сделать. Как я, девочки, тоже ноготочком не могу открыть ворота. Да, и мужчина идет и сам все делает. То есть от вас он ждет здесь какой-то театральности. Мужчина, девочки, скучает, и это скучание любовное, любовное томление по отношению к вам. Вы ему очень нравитесь, он о вас очень думает, вы для него хороши. Но давайте еще посмотрим на Таро, на Миломанаре, что он думает о вас прямо сейчас. Боже мой, девочки мои, если вы делаете приворотики на него, да, то они очень круто на него работают. Его носят черти, мама дорогая. А это и полезно. И, кстати, мои дорогие, у меня есть даже мои магнитики, страсть ведьмы, женское счастье. Ну, вот с такими же эффектами, кстати. И плюс еще привороты, девочки. В спонсорстве много-много игральных приворотов. Как их делать и какие они рабочие. Причем еще и в открытом доступе. Не в спонсорстве, а так у меня есть. Как прожигать определенные сигилы для того, чтобы вызвать тоску любовную по мужчине. Если вы посмотрите на канале, это есть. Не помню, как именно называется, да. Но в любовной магии, в общем, такое. Давно мы делали и прожигали. Очень интересные результаты были. Ну ладно, зато ваша магия в его сторону. Его очень сильно тянет к вам. Очень сильно тянет. Давайте еще посмотрим, что он думает о вас прямо сейчас. Ну и вот, Верховная Жрица, девочки, что и требовалось доказать. Дьявол, который думает о своей Верховной Жрице. А Верховная Жрица его достает, заставляет его двигаться, заставляет его думать и действовать. То есть, утрируя, да, Верховная Жрица бьет в бубен, зажигает свечи, делает перевороты, одевает юбку с разрезом, губы красные там или еще, ну, короче, все делает, какие-то действия, и она вызывает этого дьявола, будет в нем. И этот паж прям, знаете, горит и очень хочет быть с вами. Так что вы, браво, девочки, вы этого мужчину будоражите как минимум, да. Но обращу ваше внимание, он может очень слабо к вам проявляться, потому что он сам по себе слаб по отношению к вам для проявления любви, да. Одни мужчины прям все к твоим ногам, красные ковры и шубы, а некоторые мужчины вот ручку вам шариковую подарит, да, он считает, что он уже выложился на максималках. Поэтому просто оцените этого мужчину, как он сейчас по отношению к вам выкладывается. Вот вы, как Верховная Жрица, его щимите, вы им руководите, и если то, что он сейчас вам дает, вас не устраивает, он, девочки, больше вам не даст, да, но его так носит. То есть каждого определенного уровня мужчина может дать только что-то вот определенное в пределах своих возможностей. Да? Вот такие вот дела, девочки. Хороший расклад. Мужчина здесь тоже хорош. Особенно хорошо ваше влияние на него.
Супер, девочки. Класс, мои дорогие. Тут можно этим мужчиной очень хорошо манипулировать. А если у вас тут еще, знаете, такой богатый, перспективный молодой лейтенант, это просто огонь. Вот такие вот дела. Первый вариант. Второй вариант. Давайте посмотрим, что он думает о вас прямо сейчас, девочки. Ожидание у него. Ожидание. Ждет, томится, дорогой, когда он куда-то уедет или приедет. И это как-то будет связано с вами тоже. Если вы находитесь на расстоянии, этот мужчина хочет к вам приехать. Он томится, как говорится, собирает вещи для того, чтобы как-то с вами увидеться. И в ближайшее будущее будет какой-то разговор о планировании встречи с вами. Хочет он приехать, если вы на расстоянии. Расстояние какое бывает? Ладно, там большие города, страны. Тут понятно, да? А если вы находитесь в одном городе, мои дорогие, да, вот этот мужчина имеет в перспективе к вам как-то заехать. Вот причем заехать либо в гости к вам, либо, мои дорогие, выгулять вас, пойти с вами на прогулку и все остальное. Но единственное, он об этом не будет говорить. Карта Земли говорит о том, что вот эта земля у него насыпана у него на рте, да, за щеками. У него эта земелька, которая мешает ему говорить это нормально. Поэтому с этим мужчиной очень хорошо сейчас куда-нибудь бы пойти, прогуляться и все остальное. Вы можете предлагать ему сами. И если вдруг он сейчас, девочки, будет вам отказывать, да, говорить, что у него что-то не получается, либо молчать, ваша встреча, ваше свидания, ваши прогулки, они будут в будущем. Просто он долго к этому идет, понимаете? Он не такой вот горячий на таком жеребце, и он сам не горячий жеребец в этом плане. То есть у него должно пройти определенное время для того, чтобы он это принял. Какой-то мужчина, девочки, сегодня к вам приедет, какой-то завтра, кто-то через неделю, если вы это сегодня ему сами предложите. Прогуляться, либо даже к вам. И вот обратите внимание, что вот это будет планирование его дорожки к вам. Вот такие дела. И он это имеет в виду, но молчит, хочет к вам приехать. Давайте еще посмотрим, что он думает о вас прямо сейчас. Вот видите, что, девочки, опять же, шестерка и шестерка. Шестерка воды здесь тоже к шестерке земли. Любовная дорожка. Предложите ему встретиться, девочки. Предложите какую-то дорожку. Если это не особо тот мужчина, с которым вы в отношениях находитесь, да, предложите ему тоже какую-то такую типа нейтральную дорожку. И эта дорожка с вами у него будет. И так как вы ее сами предложили, у него начнется любовная дорожка по отношению к вам, да. Он на вас будет уже смотреть как-то так вот, подмигивающе. То есть оденет чистые трусы, девочки, чистые носки, даже в какой-то надежде. Так что мужчина планирует поездку, хочет планировать, но ему надо ее предложить. Вы должны вот эту вот точку Б ему обозначить, что выйди из дома, иди ко мне. Да. Скажите, девочки, так, даже если вы не особо планируете, боитесь чего-то, ну вот предложите, давай съездим, посмотрим на замок такой-то, или давай вместе сходим в магазин, или еще что-нибудь, да, или помоги мне выбрать платье, вот я хочу в тот центр торговый поехать, ну или еще что-нибудь, девочки, предложите, и мужчина откликнется, у кого-то сразу, у кого-то через какое-то время, и будет эта любовная дорожка у него. Вот, а что он думает о вас прямо сейчас? Влюбленные мои девочки, влюбленные идут. Мужчина хочет с вами. Тут будут сексуальные отношения, если у вас еще их нету. Все к тому, мои дорогие, и идет. Тут может быть и создание пары. Потому проявляемся, девочки, по дорожкам. Вот вы спец, и вот этот мужчина, это будет цепляться, понимаете? Для того, чтобы быть с вами. Если вы упустите эти моменты, да, мужчина вот в хаотичном броманском движении будет там биться непонятно где, непонятно за кого и про кого и о кого. Так что берите его. Даже музыка у меня, девочки, на стиралке поиграла сейчас. В вашу честь.
Все, желаю вам счастья, всего хорошего с этим мужчиной. Здесь идет дорожка к влюбленным. Ну что, поехали дальше. Третий вариант. Давайте посмотрим, что он думает о вас прямо сейчас. Рыцарь воздуха, девочки. У него какие-то обновки. А чем больше обновок этот мужчина делает сейчас, это как он представляет себя в этих новых обновках каких-то, да, и в каких-то покупках, возможно, одежды, возможно, еще чего-то, что это ему пригодится. Внимание, где? Ему это пригодится в браке. И этот мужчина, рыцарь воздуха, девочки, занят сейчас какими-то обновками. Это может быть как покупка себе нового нижнего белья, ремонтом машины, заканчивая постройкой дома. Этот мужчина думает о супружестве. И он, смотрите, выпал именно вам, девочки. То есть он видит и смотрит на вас, как рыцарь воздуха, как на свою будущую жену, если вы еще не в браке. Вы могли тут загадать своего мужа. А если вы тут просто мужчину загадали какое-то имя, как я вам советовала, вам тут выпал ваш будущий муж, мои дорогие. Вот такой вот мужчина, классненький, девочки. И, кстати, насчет мужчины, да, у рыцаря воздуха, как ни странно, тут лошадка нарисована, да, и женщина, девушка такая сидит на нем. Так я вам скажу, что сколько раз я не выкладывала, короче, на мужчин, это были всегда мужчины с очень красивыми глазами. Скорее всего, у вас, у мужчины, ну, очень красивые глаза. Вот такой вот мужчина. Его обновки сейчас это на первом месте. И он думает о том, как эти обновки ему пригодятся в его будущем супружестве. А он рассматривает вас как супружницу. А знаете еще в чем момент один такой? Даже если вы тут бывшего за какого-то загадали, все равно вот у него такое отношение к вам. И смотрите, что-то я тут вспомнила, знаете, костюмно-выпускной, как некоторые мужчины, мальчики, да, заканчивали школу, у них был костюмно-выпускной, который был один раз одеванный, то есть одетый, да, и получается, что потом, когда женились, то вот этот костюм с выпускного шел уже как брачный. Так что то, что у него сейчас приобретается, мои дорогие, да, уже с наложением того, что это ему пригодится в супружестве. Еще это, девочки, значит флирт, отчаянный флирт с вами. Возможно, где-то недоступность ваша проскальзывает, потому что он выпадает тут именно рыцарем воздуха, да. То есть он может и не показывать виду, но вы для него где-то недоступно и где-то загадочно, да, то есть какие-то белые пробелы в его выводах о вас, то они точно есть. Если вы тут просто загадали вот коллегу на работе, то я вам скажу, он флиртует с вами. Он флиртует с вами глазами, мои дорогие, да, может еще чем-то. Замечаете ли вы это? Это под вопросом. Ну что, давайте посмотрим еще, что он думает о вас прямо сейчас. Наказание. 12-й старший аркан повешенный выпал. Я вам скажу так. Такое ощущение, что многие из вас этого мужчину со своей жизни уберут, девочки, да. То есть кто-то из вас с этим мужчиной может расстаться, может бросить на полпути, перестать по нем страдать. И это будет именно истинно ваше желание. То есть мужчина, в принципе, здесь, да, зарешивать не будет. А еще наказание повешенное, это, девочки, говорит о том, что где-то будут проскакивать у вас какие-то соперницы, с которыми придется вам где-то побороться. То есть я бы, например, если у вас есть возможность прошерстить его телефон, прошерстите. Да? Но делайте это так незаметно, скандалы ему никакие не устраивайте, просто удаляйте, в черный список помещайте каких-нибудь девиц. Вот такие вот дела, мои дорогие. То есть тут надо его, как говорится, утаскивать добычу к себе. И еще давайте посмотрим, что он думает о вас прямо сейчас. Да, девочки, тут выпадает такой момент, что с его стороны кто-то очень сильно недолюбливает вас.
И причем я тут про соперниц сказала, и вот эта вот соперница это есть. Причем это может быть и женщина в возрасте, это может быть злая сестра, это может быть злая мать, это может быть, девочки, злая соперница, которая хотела бы с ним замутить, построить отношения, а вы вмешались, он вам строит там глазки с вами чего-то, как-то, да? Вот из-за чего. Потому что он рассматривает вас как супружницу, как супругу, смотрит на вас, да, и кто-то очень сильно ревнует, девочки, в ревности кто-то здесь у него. Вот такие вот дела. Смотрите, девочки, смотрите в оба. Но тут надо держать тайну. То есть, если вы хотите удалять соперниц, и вы этих соперниц знаете, удаляйте их в тайне, чтобы комар носа не поточил, что это были вы. Потому что 12-й старший аркан наказания, он бьет по всем участникам, да, кого выявит. Поэтому чем больше в секрете это будет все, чем больше этих интриг в секрете вы будете держать, тем лучше для вас. Держите язычок за зубами. Кто-то там прямо, знаете, у кого-то уже свисток просто горит. Вот такой вот мужчина. Так что он к вам склоняется. Единственное, что тут вот есть соперница, которая прям, знаете, на говно исходит из-за того, что он тянется к вам. Вот такой вот третий вариант. Четвертый вариант. Давайте посмотрим, что он думает о вас прямо сейчас. Мои таинственные четвертые котики. Боже мой, какая красота. Какая красота. Король воды, червовый мужчина. Сладкий, ароматный, вкусно пахнущий мужчина, девочки. Лощеный, готовый к любви, девочки. Если у нас в первом варианте выпадал паш червовый, да, то здесь вам выпал король. Если тут он был просто в новых трусах, то тут, девочки, он еще и набрызгался вкусной туалетной водой, парфюмом каким-то, да, который должен вас просто сразить наповал. Этот мужчина чистит себе перья, понимаете? Он чистит настолько себе перья, что я не знаю. Мы так не убираемся в генеральную уборку и так себя не приводим в порядок, как этот мужчина, девочки, да. Он тут может даже втягивать животик, чтобы у него были где-то кубики. Либо еще, девочки, что-то. Он готов идти на крайние меры, чтобы вам понравиться. Либо для того, чтобы вы просто окунулись в бездну его прям любви. Это просто червовый паук. Вот есть крестовый паук, у которого на спинке нарисован крестик, да, и он соткал паутину. То у вас, девочки, здесь червовый паук, у которого на брюшке сердечко, на спинке сердечки. Все 8 глаз огнем горят, и все лапы готовы к работе, к паутине, девочки. А вы его наслаждение. Вы его цель, вы его любовная любовь, вы его красавица. Но смотрите, не дама червовая выпала, когда он прям, знаете, прям в вас весь, да? Он здесь все-таки эгоцентрик. Он здесь мужчина, тот, который хочет подмять вас под себя. Мужчина, который хочет выдавить с вас все соки любые, девочки, из головы и ниже, да, любые ваши соки, ими попитаться и получить от вас наслаждение. Почему? Он очень сильно вас хочет, очень сильно вас хочет и желает. Так. Давайте еще глянем, девочки. Что он думает о вас прямо сейчас? Боже мой, луна, девочки. У него еще с глазами что-то не то. Они просто у него налились. Либо там, знаете, стружка попала в глаз. Либо, ну, короче, что-то у него с глазками, девочки. И вот почему я это говорю, да?
Луна выпадает здесь. Вот это то, что у него в реале что-то, вот что-то с глазами. То трет, расчесывает. Может, девочки, у вас близоруки дальнозорки, то есть в очочках, да, то если он снимет эти очечки, да, то вы можете даже наблюдать, что у него даже какой-то странный, сальный или маньячный взгляд в вашу сторону. Вот если ему снять очки, обратите внимание, что он вообще по-другому на вас будет смотреть. И еще, девочки, здесь может выпадать вот такой мужчина. Это бывают такие стрельцы, бывают такие скорпионы. Так, близнецы такие не особо бывают, да? Ну смотря кто. Он просто как маньяк. Вот он просто маньяк, который хочет вами владеть, потому что вы источник не вдохновения, нет, источник его удовольствия, девочки. Так что будете получать от него и в хвост, и в гриву, понимаете? И во все, что где у вас можно втыкнуть, он вам будет все это втыкать, девочки. Это мужчина, который будет вас полностью использовать для своего удовольствия. С одной стороны, это, конечно, очень прикольно, потому что это будет все наслаждение. Я так думаю, что если где и мужчина получает удовольствие, там и наше удовольствие тоже есть. Давайте еще одну карту достанем на вашего красавца такого, да? Глаз не отвести. Так, давайте посмотрим, что он думает у вас прямо сейчас. О, боже мой, как горячо, девочки. Я не знаю, какая у вас сейчас температура, но у меня здесь температура воздуха уже где-то больше 40. И она просто пьянит. Градусы 40 плюс просто кружат голову, капец как. Выпал 15-й старший аркан для него. Но, девочки, это дьявол во плоти, который будет вас искушать, и который все-таки сделает все для того, чтобы вас искусить. Но имейте в виду, да, имейте в виду, это просто искуситель. Искуситель, мои дорогие. Да, то есть, смотрите, если все-таки вы не хотите какой-то, знаете, душевной боли, каких-то таких вот страстей, да, мучения от любви, девочки, то, может быть, и лучше от него подальше держаться. Но если он вами завладеет, то все, вы будете раба любви, мои дорогие. Вот такой вот четвертый вариант. Все, мои дорогие, вот такой вот было у нас экспресс-гадание. Люблю вас, целую, обнимаю. Пока-пока.